Добрый день! В этом выпуске мы будем делать вот такой красивый цветок для торта Ranunculus Butterfly. Видеоурок с рецептом мастики можно приобрести. Вся нужная информация есть в описании под этим видео. Цветок получился очень красивым и нежным. Посмотрите, какие здесь легкие и воздушные лепестки. Мастика раскатывается очень-очень тонко, и лепестки получаются полупрозрачными. Кроме этого, этот цветок сделан всего на одной проволоке. Это большой плюс. Себестоимость цветка значительно уменьшается, так как мы не используем проволочки на лепестках. Ну что ж, давайте начинать. С самого начала нам нужно сделать сердцевинку с тычинками, но ее нужно сделать за сутки, чтобы она успела высохнуть. Для сердцевинки нам понадобится мастика, окрашенная в коричневый цвет, и салатовый. Во время работы держим мастику в пленке, чтобы она не обветривалась. Также нам понадобится проволочка номер 20. Нужно отрезать нужную вам длину, какой высотой будет цветок. И на конце вот каждой проволочки делаем такой крючок. Отщипываем небольшой кусочек салатовой мастики. Сначала ее хорошенько разминаем и скатываем в шарик. Диаметр шарика чуть-чуть больше сантиметра. Вот такой маленький, небольшой нам нужен. Теперь пропихиваем проволоку по центру шарика и фиксируем шарик на проволоке, так, чтобы он хорошо держался. И обратите внимание, вверху шарика делаем такой защип. Вот так выглядит заготовка для сердцевинки. Теперь оставляем эту заготовочку, чтобы она закрепилась на проволоке, а за это время приготовим тычинки. Берем коричневую мастику, хорошенько разминаем, отщипываем вот такой малюсенький кусочек и скатываем его в жгутик длиной где-то 1,5 сантиметра. Таких тычинок нам понадобится где-то накатать 25 штук. Перекладываем на мягкий мат и с помощью инструмента делаем вот такой оттиск. После этого загибаем тычинку оттиском кверху. Вот так делаем оттиск и загибаем. Теперь дорабатываем нашу сердцевинку. Берем обычный пинцет и пинцетом надщипываем. Делаем пинцетом вот такие маленькие ворсинки как бы. Обрабатываем не всю сердцевинку, а только до половины. Вот такой пинцет обычный я использую. Вот такие ворсинки у нас получились. Теперь после этого нужно немного подкрасить. Берем коричневый цвет, тот же коричневый, который мы окрашивали тычинки. И делаем такой коричневый ободочек. Сразу после этого можем поклеить тычинки. Смазываем клеем. Берем по одной тычинке и приклеиваем. Тычинку приклеиваем оттиском кверху. И слегка даже можно сразу или потом подгибаем, загибаем к центру как бы. Как приготовить клей в домашних условиях, я также написала в описании под видео. Сначала наклеиваем один ряд, чтобы они находились на одном уровне, первый ряд. Но не нужно клеить прямо все подряд. Делаем такие пустые промежутки, а второй ряд уже может идти между этими, но уже немножко выше. В принципе, сами тычинки, они не одинаковой длины, поэтому будем клеить как получится, но оно все равно ляжет как нужно. Смотрим, чтобы тычинки не просто лежали друг на друге, а имели какой-то натуральный изгиб. Одну можно приклеить ровно, другую можно как-то изогнуть чуточку в бок. Ну, то есть, чтобы было более-менее как натурально выглядело. Вот, еще раз хорошенько все прижимаем, чтобы все хорошо держалось. Кончики тычинок закругляем вниз, расправляем, чтобы они тоже были легкими такими и не лежали друг на друге.
Вот сердцевинка готова, и мы ее ставим сушиться. Я уже говорила, что ее нужно сделать за сутки до изготовления цветка. Ставим сушиться вот в таком положении. Для лепестков я использовала вот такие вырубки. У меня стоят номера номер 2 и 2А. И вот такая вырубка для чашелистника. Размеры также будут написаны в описании под видео. Берем мастику и хорошенько разминаем. Мастика не окрашенная, просто белый оригинал. Присыпаем немного кукурузным крахмалом и раскатываем. Раскатываем очень тонко, до полупрозрачности практически. Много крахмала подсыпать не нужно, ровно столько, чтобы мастика не была липкой. Берем вырубку номер 2 и вырезаем для первого ряда 5 лепестков. Теперь раскатываем каждый лепесток дополнительно. Начинаем от середины лепестка и раскатываем вперед. Раскатываем влево, раскатываем вправо. Утончаем лепесток до полупрозрачности, вот как можно тоньше. А у основания лепестка здесь мастика остается более плотной. Должен остаться вот такой ромбик. Таким образом раскатываем все 5 лепестков и перекладываем их на мат. Теперь нужно каждый лепесток обработать вайнером. В данном случае я использую универсальный вайнер. Можно взять похожий вайнер, чтобы приблизительно была такая текстура. Или если у вас есть оригинальный вайнер для ранункулюса Butterfly. После проходимся шариком, крупным шариком, и утончаем края лепестков. И вот так я прохожусь шариком, еще делаю по лепестку. После шарика создаются вот такие изгибы. Теперь переходим к тонированию. Я использовала нежный розовый цвет сакура. Тонируем только у основания лепестка до середины. Тонируем с двух сторон. Окрашиваем каждый лепесток и складываем их обратно на мате. Теперь у основания лепестка, там где у нас было уплотнение, вдавливаем большой шарик и делаем такое круглое углубление. Ставим лепестки сушиться. Их нужно поставить таким образом, чтобы они потом были изогнутыми. Вот, обратите внимание, как я их ставлю на сушку. Основание и до середины лепестка я ставлю в углубление, чтобы лепесток был такой изогнутый. Эти лепестки оставляем сушиться и переходим ко второму ряду. Для второго ряда также вырезаем вырубкой номер 2 и 5 лепестков. Делаем практически все то же самое. Единственное отличие это будет, мы будем делать такие маленькие надрывчики на лепестках. Для этого я использую вот такую вырубку. Уголком срезаю чуточку мастики на кончике лепестка. Делаю вот такой надрыв. Это не обязательно делать на каждом лепестке, через лепесток. Ну а во всем остальном этот процесс такой же, как с первым рядом. Поэтому я комментировать не буду. Это практически все то же самое.
Укладываем лепестки таким же образом. Основание лепестка в углубление, чтобы лепестки были потом изогнутыми. Ставим лепестки на сушку и оставляем на часок, чтобы лепестки зафиксировали свою форму. После этого можем приступать к сборке цветка двух рядов. Клеим первый ряд 5 лепестков. Лепестки клеим друг за другом. Следующий лепесток накладываем слегка на предыдущий. Последним лепестком накрываем стык между двумя предыдущими. Хорошенько прижимаем лепестки у основания, чтобы все хорошо держалось. Вот, первый ряд мы поклеили и переходим ко второму ряду. Начинаем клеить первый лепесток на предыдущий лепесток с первого ряда, тоже как бы нахлестом, как в первом ряду. И опять идем по кругу. При наклеивании лепестков иногда поворачивайте цветок и смотрите, как оно смотрится. Иногда получается так, что нужно подправить как бы. Все лепестки имеют разные изгибы, и нужно смотреть, как оно смотрится друг с другом. Все, отправляем на сушку вверх тормашками, вот таким образом. Пускай сохнет часок, а за это время сделаем лепестки для третьего и четвертого ряда. Для третьего ряда вырубкой номер 2 и 5 лепестков. Также раскатываем тонко каждый лепесток, оставляя у основания небольшое уплотнение. И не забываем на некоторых лепестках делать надрывчики. Перекладываем все лепестки на мат. После этого делаем вайнером оттиски и проходимся шариком. Эти лепестки выкладываем на мат не в углубление, а нам не нужны они такие изогнутые. Эти лепестки должны быть более ровными. Концы лепестков могут быть изогнуты либо вверх, либо вниз. Берем вырубку 2А. Таким же образом делаем еще 5 лепестков для последнего ряда, для четвертого. В конце делаем углубление. Обратите внимание, что я делаю углубление шариком, не таким глубоким, но более широким. И также выкладываем на сушку. Эти лепестки оставляем сушиться на несколько часов, чтобы они хорошо зафиксировали свою форму.
И после этого приступаем к сборке цветка. Начинаем клеить первый лепесток на стыке предыдущего ряда. И дальше идем с нахлестом друг на друга по кругу. На третий ряд клеим 5 лепестков. Обратите внимание, как ложатся вот эти лепестки. Они уже не идут такие изогнутые вниз, а форма у них уже другая. Это потому, что они так зафиксированы. Как на сушке лежали, так потом и будет на цветке. После третьего ряда останавливаемся буквально на 30 минут, чтобы лепестки чуточку схватились. Ставим вот в таком положении вверх тормашками и потом доклеиваем последний ряд. Клеим последний ряд. Начинаем первый лепесток, приклеиваем на стык предыдущего ряда. Обязательно хорошенько в конце еще прижимаем у основания лепестки, чтобы они хорошо приклеились и хорошо держались. Теперь очень важный момент. Сначала целый цветок ставим на сушку вверх тормашками, вот в таком положении. Через 2 часа его нужно обязательно перевернуть. Вот в такое положение поставить. Тогда все лепестки аккуратненько сами опустятся. И получится вот такой легкий и воздушный цветок. И сделаем еще чашелистик для ранункулюса. Для этого берем мастику, окрашенную в темно-зеленый цвет. Также раскатываем очень тонко. Присыпаем крахмалом. Смотрите, присыпать не нужно, чтобы крахмал не был виден на темно-зеленой мастике. Мы его легонько растираем сначала на руках, а потом по раскатанной мастике. Теперь шариком немного утончаем и также удлиняем слегка. И проходимся маленьким шариком по краях листков. Утончаем еще больше. И в то же время вытягиваем. Видите, немножко такие волны идут. Он приобретает такой более естественный вид. И если есть желание, то переворачиваем чашелистик, делаем вот такой оттиск ровной линии по центру листка. Теперь каждый листочек изгибаем, и таким образом мы создадим объем чашелистика. Смазываем клеем немножко по центру и у основания до середины. Весь листок не нужно, только у основания немножко. Протыкаем проволочку по центру и приклеиваем к цветку. Теперь обмотаем дополнительно стебель зеленой тейп-лентой такого же цвета, как чашелистик. Сохнет такой цветок максимум сутки, но в принципе все зависит от погоды, от состояния самой мастики. Если падают дожди, конечно, что цветок может сохнуть немного дольше. И последний штрих, вот разрывчики, которые мы делали с вами, их также подкрашиваем тем же розовым сакура. Это уже последний этап с работы с нашим цветком. Готовые цветы могут также долго храниться в контейнере. В следующих выпусках обязательно покажу, для какого торта я делала вот эти цветы. Напоминаю, что вся нужная информация есть также в описании под видео. На этом говорю всем пока, до следующей встречи.